Это макияж в большом городе. В очень большом городе. Мы в Нью-Йорке. Юрочка, я так рада тебя видеть. Я наконец-то прилетела. Ой. Машенька, мы на неделе моды, и Мария прямо сейчас отправляется на показ. Да, на показ. А еще после этого я иду в самые романтичные места города Нью-Йорк. Угадай, кого я там буду искать? Мужиков? Любовь буду искать. Поэтому, Юр, нужно сделать такой макияж, чтобы я смогла потом его дополнять. То есть раз красная помада, раз роковая. Давай сделаем базу на бэкстейдж с чуть ярковатыми глазами. При этом потом, добавляя яркие губы, ты просто поддержишь тройственный союз цвета, который в этом сезоне очень актуален. Когда глаза, лицо и губы делаются в одной гамме. Ой, я за. Начинаем с тонального крема Афинитон. Совершенный тон. Совершенно верно. И наносим его на все лицо. Брови я сделаю прямо сейчас карандашом Brow Satin. Аккуратно, по волоску. Потом уложим их тушью для бровей. В качестве основы наносим гелевые тени Color Tattoo. Светлые тени из палетки наносим от внутреннего угла глаза. Нейтральный сияющий оттенок наносим в складку века. Красим верхние и нижние ресницы. Маша, блеск для губ снова возвращается в моду. Я тебя поздравляю. Наконец-то. Ты как будто знала, поэтому приготовилась именно для этого образа Baby Lips. Юрочка, но я так просто не уйду. Во-первых, я положу с собой этот потрясающий блеск, чтобы ты немножечко подправляла губы. Да. Я предлагаю, чтобы кожа была сияющей. Стробинг. В свете вечера стробинг стик. Конечно же, яркие губы. Супер стей. И пудра, чтобы кожа была матовой. Юрочка, спасибо тебе большое. С таким набором я уж точно не пропаду. А я пошел на бэкстейдж. Как же много тут классных и красивых людей. Ну это же просто с ума можно сойти. Мы в эпицентре, понимаете? Это просто центр мира. Концентрированный фэшн, мейкап. Все make it happen. Просто все. Я нахожусь на бэкстейдже показа Name Han. И прямо сейчас мы узнаем, какой же макияж тут делают. Найдем Юру. Юрий, я смотрю, вы трудитесь в поте рук. Сегодня, Мария, я делаю макияж, который очень сильно люблю. Наверное, потому что я очень люблю Эрин Парсонс. И она подготовила его специально для меня. А что за макияж? Прокрашенный ресничный край, мягкая растушевка вдоль линии ресниц, верхнего и нижнего века, коррекция овала лица. Наконец-то! То, что но деликатное. И, Маша, внимание, вспомни, что я тебе положил сегодня в косметичку красную помаду. Да. А помни, что я тебе говорил, что сейчас не в моде делать только один цвет. Сейчас очень актуален лип-арт, когда одни губы, а помады, например, 3 и плюс еще яркий карандаш. Знаете, кто это? Знаете, кто это? Это Эрин Парсон, главный визажист Maybelline New York. Именно она придумала лук на этот показ. Эрин, привет. Могу я задать тебе несколько вопросов? Да, конечно. Я представляю Maybelline России. Меня зовут Маша. Рада знакомству. Скажи мне про этот макияж. Юра сказал мне, что это ты его создала. Да, это я. Сейчас я покажу, что мы делаем сегодня для показа Name Han. Здесь у меня есть картинка готового макияжа с акцентом на губы. Я хотела создать эффект объемных губ, алых снаружи, темно-ягодных внутри. И затем, перед самым выходом, мы добавим на губы прозрачный блеск, чтобы максимально выделить губы. Глаза мы оставляем свежими, используя растушеванный коричневый карандаш, как тени. И всего один слой туши для ресниц. Укладываем брови, чтобы завершить этот прекрасный образ. Мне очень нравится результат. Скажи, сейчас действительно модно делать акцент только на губы, или это образ для подиума? Я замечаю, что матовая кожа стала одним из главных трендов. Люди все меньше используют хайлайтеры и стремятся к ровной, красивой матовой коже. И на такой базе очень выгодно смотрится яркий акцент на губах.
Это очень красиво. Спасибо большое. Вы смотрите «Макияж в большом городе». Я обновила макияж, переоделась и прямо сейчас готова совершить фэшн-взрыв. Я отправляюсь на показ Name Han. Вашингтон Сквер Парк. Прекрасное место, чудесный фонтан, но совершенно нет горячих мужчин. Увы, зато тут много семей, собак, мужчин на роликах, музыкантов и влюбленных парочек. Сель-Ави – романтичное место, но не для одинокой хищницы. Я пошла дальше. Юрий. Мария. Да, макияж в большом городе вас беспокоит. Вы знаете, у меня проблема. Расскажите. Я не могу здесь найти классного мужчину. А вы перед тем, как выйти на поиски мужчины в зеркало, смотрели на себя, Мария? Смотрела. И что? И что? Где ваши яркие губы? Встретила я тебя не просто так. Судьба, значит, мне. Накрась, пожалуйста, губы. Прямо здесь? Прямо здесь и сейчас. Кажется, красная помада начала работать. Но нет. Да, но нет. Где самые крутые спортивные пацаны? Ну, конечно же, на баскетбольной площадке. Ну, во всяком случае, в моей школе было так. Знаете, парни увлечены спортом и не сильно обращают на меня внимание. Эй, эй! Ладно, идем дальше. Где самые успешные и серьезные мужчины? Ну, конечно же, на Уолл-стрит. Именно поэтому я здесь. Макияж поправила. Хайлайтер нанесла, как заклинал мне Юрий Столяров. Смотрю по сторонам, ищу глазами. Где же ты? Где же ты, мой суженый, где? Совсем немного мужчин. А те, которые попадаются мне на глаза, и вовсе на меня не смотрят. Мне кажется, у них в голове только цифры, цифры, деньги, деньги. И даже моя губная помада и хайлайтер совсем их не вдохновляют. Вы знаете, я так подумала, зачем мне эти заграничные принцы? Найду я своего родного соотечественника и буду с ним жить долго и счастливо. Все, все решено. Все, Нью-Йорк. Спасибо, но нет. А
Это был «Макияж в большом городе» и его ведущая Мария Ивакова. Смотрите нас каждую неделю по пятницам в 18:00.